У меня 24 февраля был спектакль. И я когда узнала про это все, там часов в 12 я звоню, говорю: ребята, это же невозможно, надо отменять. Тем более, что это маленькая такая современная веселая комедия, ну как бы супер неактуальная на 24 февраля история. А они говорят: Тань, ты не поверишь, но все утро звонят люди и просят не отменять спектакль. И я пришла, мне разрешили ребята сказать какие-то слова перед началом. Я сказала о том, что мы все понимаем, что мы против, что там тра-ля-ля. Но поскольку сегодня целый день все звонили и писали, и люди очень хотели, то мы оставили спектакль. Зал был переполнен просто людьми. Никто не отменил билеты, все пришли, все смотрели, все остались на какое-то обсуждение потом. И в конце одна девочка мне сказала, что говорит, понятно, говорит, что жизнь с сегодняшнего дня изменилась тотально. Но очень хотелось хотя бы последний вечер дожить так, как будто бы ничего не было. Я не знаю, для меня это так странно, что, мол, как бы что, функция искусства утешать, давать возможность забыться. Как эти, знаешь, во времена Великой депрессии голливудские фильмы с хэппи-эндом. Специально, чтобы люди все-таки не вешались. Ну, не знаю, такая функция, что ли, у нас сейчас. Я очень радуюсь тем, кто находит в себе силы на какой-то творческий созидательный процесс и протест через искусство. Я очень радуюсь этим людям. Я понимаю, что это здорово, потому что самое страшное, что, ну, произошло, например, со мной, я полностью вообще потеряла ориентир того, что я делаю. Потому что самое страшное, что я увидела, что люди, с которыми я столько лет работаю, окей, со зрителями я лично не общаюсь, это было бы наивно думать, что мои спектакли как-то меняют зрителей, но мне хотелось так думать, что, возможно, работа со мной как-то меняет хотя бы моих студентов. Ну, для меня вообще тема насилия — это как бы очень большая моя тема, я очень много про это говорю и про всякое разное в этой сфере. И когда понимаешь, ты снимаешь фильм про домашнее насилие, и там студенты собирают интервью у этих прекрасных женщин, там по сотне человек опрашивают, плачут и говорят, что это ужасно, что такого быть не может, а потом выкладывают у себя посты с буквой Z и говорят, что нужно там убить всех этих нацистов и их детей, потому что их не перевоспитать. И когда я это читаю, я понимаю, что как будто бы то, что составляло смысл моей жизни последние 20 лет, его больше нет. Ну, потому что, оказывается, это все иллюзия, что я могу своими маленькими шагами, своими вот этим вот маленьким социальным, как мне кажется, искусством что-то поменять. Это все иллюзия, этого нет. Я ничего не могу поменять. Может быть, я художник не такого масштаба, чтобы иметь эту возможность. Может быть, в принципе, этот механизм мной переоценен. И что кроме как бы высказывания своей собственной позиции, мое искусство, ну не знаю чье, но мое не может ничего сделать с людьми, у которых позиция другая. У меня нет инструментов, силы, авторитета для того, чтобы это делать. И это так страшно. Вот эти там сколько, 70 дней, у меня нет ни одной творческой идеи. Ни одной. Я делаю судорожно, ну не судорожно, а там постепенно какие-то вещи, которые я обязана делать, но это не имеет никакого отношения к созиданию. И я знаю, что я вот сейчас полечу в Израиль жить, и я буду переучиваться, я буду получать новую профессию. Я уже пошла на онлайн-обучение, буду заниматься IT. Потому что я не знаю, сколько мне потребуется времени для того, чтобы как-то реабилитироваться. Может быть, никогда я уже не смогу этого сделать. Искусство как инструмент взаимодействия с обществом для меня больше не существует. По крайней мере, сейчас. Я не вижу, чтобы это что-то меняло. В один из дней я пришла в наш московский кампус, это был какой-то пятый или шестой день, и я стала свидетелем какой-то дикой просто перепалки между двумя студентами. Одна девочка, которая журналистка из штаба Навального, сейчас она уехала уже, и просто один из наших студентов. Простой, но, в общем, как мне всегда казалось, добрый парень. Я слушала это, и я понимала, что я не знаю, что делать. Я не знаю, что сказать. Это происходит у меня, ну, то есть в моем кампусе, у меня дома, по сути. Произошла ужасающая поляризация. И вот это вот наше давно замеченное, мне кажется, еще Бродский про это говорил, про то, что у нас отсутствует в культуре уважение к другому человеку. Вот просто к человеку, к самому факту человека, к тому, что вот есть такой конкретный человек. И это настолько сейчас проявилось, и настолько вот в этой поляризации стало главенствующим. Отсутствие на бытовом уровне уважения, оно проявляется во всем остальном. Оно проявляется в неуважении к людям, которых забирают в автозаки.
в неуважении к оппонентам, с которыми коммуникация происходит. Такая дегуманизация противника, который живет с тобой в соседней квартире. А там, где присутствует дегуманизация, там нет искусства. Ну, для меня, того, что я понимаю под искусством. Там нет этого пространства, там нет пространства для разговора о чем-то. Ощущение, что просто полностью обесценено все, что ты делал. И обесценено не то, чтобы какими-то злыми людьми или там нехорошими какашками, а обесценено просто фактами, событиями происходящими, решениями, которые люди принимают. Один мой мудрый ученик говорит: ты подожди, к сожалению, такие события можно оценивать только сильно позже. Вот поговорим с тобой через 5 лет, и ты увидишь, что там часть людей, которые сейчас кричат, кидают эти зиги и все такое, это просто их защитная реакция. Вот как твоя защитная реакция покупать билеты и там, не знаю, менять деньги, вот их защитная реакция такая. Потому что они не могут купить билеты и там еще что-то. И это просто вот такая история. Но этот человек дикий оптимист. Мне очень хочется ему верить, что время все расставит по своим местам, и что, может быть, окажется, что не совсем все, что мы делали, было бессмысленно. Но когда мы сейчас, в этой точке сегодня, она такая довольно продолжительная, с 24 февраля до непонятно какого, вот эта точка сегодня, все это, конечно, не имеет никакого смысла.